Итак, поехали. Неужели? Где я? Опять этот психоделический смех. Иду, О май Лили! гад. О май гад. Интересно, не успею добежать? Я знаю, что с этим трудно смириться, Мира. Но она умерла. Наша девочка умерла. Нет. Я не смирюсь с этим. И если ты не поможешь мне, я сама узнаю правду. Что за чертово место? Детектив, получен вызов. О, какая знакомая мелодия. Внезапно. Я думаю, что это Мебиус. Агент Нео. Какого? Художника. Я так понимаю, что этот Стэм... Себастьян, ты слышишь меня? О да, Кидман? детка, я тебя слышу. Что здесь? Неважно, Себастьян. Главное, ты добрался. Как ощущения? Ужасно. Шикарно. Ну, ужасно, Будто хорошо. у меня жуткое похмелье. Ничего, это пройдет, когда мозг адаптируется. Ты находишься в зоне, отделенной от главной системы. Здесь мы можем поддерживать связь с тобой. Это место называется кабинет. Безопасная зона, созданная из твоих воспоминаний. Ах, воспоминаний. Раз так, где же мои жена и дочь? Смахивает на мой кабинет в полицейском управлении. Его формировало твое подсознание. Претензии предъявляй себе. Ближе к делу. Мы отправили тебе кое-какую информацию. Видишь что-нибудь незнакомое? Сейчас посмотрим. Ну, честно говоря, для меня тут все знакомое. Вот мне фотки нравятся. Это, я так понимаю, агенты? Снимки нескольких агентов Мёбиуса. Это ваша пропавшая группа? Она самая. Найдешь кого-то, дай знать. Внутри STEM мы можем связаться лишь с тобой. Они застряли в Юнионе. Они тоже ищут Лили. В Юнионе? Пространство STEM имеет форму небольшого города под названием Юнион. Отлично. Значит, ваших экспертов тоже надо спасать. Только ты и можешь это сделать. Спасибо за доверие, но у меня одна задача – найти Лили. Мы добавили данные. Просмотри их, прежде чем идти. Лили, твоя группа, теперь я. Мы все застряли в STEM. И я не понимаю, почему нельзя всех просто вытащить из капсул и разбудить. К сожалению, так не получится. Без ядра мы не можем работать с системой. Если попытаться вырвать людей из STEM, они умрут, а их сознания навсегда останутся в системе. Чудесно. В Мёбиусе умеют все тщательно продумать. Твой сарказм не поможет решить наши проблемы. Тебе нужно найти Лили. В противном случае она, ты и все остальные погибнут. О, замечательно. Об этом меня, кажется, в самом начале не предупреждали. Вильям Бейкер. Харрисон. Боевые взаимодействия. Надеюсь, он может за себя постоять. Сайкс. Техник. Ну, хоть стрелковым оружием владеет. Хоффман. Психология и наблюдение? Наверняка себе на уме. Бейкер. Командир группы. Этого парня желательно найти первым. О'Нил. Они не ждали неприятностей, иначе не отправили бы столько техников.
Юнион, да? Типичный американский городок. Это специально, чтобы его считали спокойным и безопасным. Спокойным и безопасным. Полная противоположность маяку. В маяке мы не контролировали ситуацию. Да вы и сейчас ее не очень-то контролируете. Послушай, я не знаю, с чем ты столкнешься. Если потребуется информация, попробуй пообщаться с местными. Опросить свидетелей, так сказать. Как ты учил меня в полиции. Ты тут есть Ты местные? никогда не была настоящим детективом. Ты тоже уже не детектив. Но придется взяться за расследование, ладно? Так, с этим взаимодействовать нельзя. Лили Картинка. нарисовала меня. А потом все это сгорело со всем домом. Ну, на самом деле, очень похоже. Вот эти вот руки. Длиной в туловище. Очень, очень. Я сказал Моя бы, первая грамота. практически Свою жизнь портретное назад. сходство. Даже не верится. Кошка? Кошка? Не помню, чтобы у меня была кошка. Фига, кошка с красными глазами. А-а-а! Кс-кс-кс-кс-кс. Хорошая киса. Проектор для слайдов? Откуда моя память его выкопала? Из времен начальной школы? Очень, очень странная кошка. Кстати, заметьте, кошка опять так же прыгает. Соответственно, мне просто одинаковый алгоритм. Прыгни, залази на стол. Ну, проработанная версия, тем более для Кидман, ты меня 2016 слышишь? года. Как всегда. Ты бы не сказала мне о Лиле, если бы ваша поганая машина не сломалась. Я бы продолжал оплакивать свою дочь, а тебе было бы плевать. Не плевать. Но сказать я не могла. Меня бы убили. Тебе можно верить? Зачем мне врать о таком? Чтобы манипулировать мной. Чтобы я вел себя как образцовый солдатик. Ты уже лгала мне раньше. Вся наша дружба была построена на лжи. Ладно, я понимаю. Не могу винить тебя за это. Ты никогда меня не поймешь. Ты ведь не теряла семью. У меня никогда не было семьи. Были просто два человека, которые привели меня в этот мир. И я была для них обузой. Лучше познать любовь и потерять? Ты это хочешь сказать? Возможно. По крайней мере, у тебя были те, кому ты дорог. Я понял. Киса. О, баночка какая-то. Зеленый гель — это жижа мерзкая и обычно обнаружена на трупах врагов. Зато она поможет усилить ваши способности. И чё, вы мне предлагаете пить эту мерзкую жижу? Спасибо, О май киса. гад. Да, киса, тебе огромное спасибо. Киса. Спасибо за зеленую жижу с трупов врагов. Very cool. It's amazing. Зеркало. Как в маяке. Наверное, выход. Почему моя память не делает обычных дверей? А это что такое? Терминалы позволяют сохранить достижения в любой момент. Они находятся в убежищах и кабинете Себастьяна. То есть, соответственно, я еще и сохраняться не могу, как я хочу, по желанию. Замечательно. Все больше и больше становится страшно играть в этот хоррор. Окей, ну ладно, погнали. Значит, снова туда. В Зазеркалье. Ой, какая идиллическая семейная картинка. О, Господи. Это Лили. Что там такое, Лили? О май гад, какая ты хорошая девочка, Лили.
порвалась. Ничего страшного. Мама все исправит. У нее золотые руки. Ну-ка. Фу, какой старый стрёмный телек. Электронно-лучевой. Себастьян, что с тобой? Все в порядке? Отлично, детка. Потрахаемся? У меня прекрасная семья, Как хочешь. чудесная жена, умница и красавица. Конечно, у меня все в порядке. Ага, тут, Обними меня, тут все бритый, да? Тась, ну глубина прорисовки деталей поражает. Ты слишком много работаешь. У тебя уже голова кругом идет. Вены на руках, пор на А ты лице, не заболеваешь? легкая небритость. Вспомните, как рисовали, например, того же мистера Фримена, и вы почувствуете колоссальную разницу между двумя персонажами. Хотя да, не будем сравнивать то время и с нынешнее. What the fuck? Я не могу вернуться к зеркалу? Я вообще по адресу. Итак, погнали исследовать этот загадочный мир. Конечно, мне бы не очень хотелось сходить в эту дверь. Но больше идти, собственно, некуда. О май гад. Что за... О май гад. О май гад. Я надеюсь, не совсем будет страшно, потому что иначе мне придется менять трусы через каждые 15 минут. Это не используем двери, потому что их нельзя открыть. Ну-ка. Да. Окей. Огромные портьеры. Огромный зал. Пустой. Странный колышущийся тени. Ну, я думаю, что все-таки... Там... Что, картина двери? О, блядь! Это же не был дверь только что. Как я опустил этот момент? Чё опять, блядь, со шторами, ёб твою мать? Уильям Бейкер. Уильям Бейкер — это капитан группы. Это его квартира? Пентхаус? Пентхаус? My God. О май гад. Немного страшновато тоже становится. Что за черт? Вау. Он только что умер? Это же... Он же из Это- поисковой группы. Какая-то проекция. Бейкер. Да, какая-то проекция. Потрогать можно? Командир группы. Одна пуля.
прямо в голову. Ужасно. Это просто ужасно. Это просто ужасно. Ну ладно, нам нужно продолжить свое путешествие. Фух. Это всего лишь красная. Лампочка. Блять, куда делась музыка? Бля, уж лучше было с музыкой, чем сейчас в этой гнетущей тишине. А, это я сам сделал этот эффект. А так, давай, криво-3. Ну ладно. Так, хватит делать этот эффект. Сам себя сейчас пугаешь уже. Там... Садисты. Тот, кто это сделал, явно наслаждался процессом. Так. Да, гнетущая тишина, конечно, не может не действовать так психоделически, как музыка. Музыка хотя бы немножко успокаивала мои нервы. Сейчас, находясь в неизвестности, посреди с дохлым телом. Слава богу, что вроде бы здесь ничего не такого страшного. Какие-то документы. Кто-то хотел перекрыть выход наружу. А, это дверь? Или внутрь. Это дверь. Попробуем открыть эту дверь. А может, ну на... Ну да. С другой стороны, мы уже выйти из этого здания не можем. Только найти дочь. Потушу-ка я фонарик. И пригнусь. Так. Закрытая стальная решетка. Почтовые ящики. Где ничего, в принципе, нельзя взаимодействовать. Распределительный щиток. Просто какая-то дикая фигня. Цветочек, столик. Картины на стенах. Блин. Вот это ожидание страха еще пугает больше, чем сам страх. О май гад. О май гад. О май гад. Алло? Черт. Кто это был? Ты кого спрашиваешь? Сам себя? Я лично не знаю, кто это был. И давайте все-таки я буду поглядывать назад при своих любых похождениях, куда бы то ни было. Потому что... Когда скример выскочит до спины, будет несколько раз страшнее. Мануэла Руберло. Как бы то ни было, путь единственный, и он идет наверх. Кстати, как вы можете уже заметить, это обычный
коридорный шутан. Хоррор. Потому что нет. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Потому что я просто хожу в здании. Все-таки мы не в виртуальной реальности какой-то. Так, я надеюсь, блядь, там нет никого, что кто выскочит. Нету. Ну, полезли, слазим туда. Ой, блядь! Эй! Черт! Ёб Да что вашу здесь творится? мать. Так, похоже, мне пора на сегодня заканчивать. Просто ужасно. Поздравляем вас, искатели правды. Спасибо, что прошли наш тест на уровень духовности. Мы с радостью приглашаем вас на следующий уровень знания. Обратитесь в ближайший МЮ-центр и предъявите это письмо, и перейдите на уровень кандидата на уровень МЮ-селота. Это письмо гарантирует вам исключительное место на следующей церемонии чтения. Набрось конверт под руки. Lies! Lies! All lies! Это ложь. Ну, по крайней мере, что дверь не открылась, тут никто не выскочил. Тот, кто утащил эту бедную женщину. Написано Гранд. Как кофе. Так ничего не видит, кто ее тащил. Что бы то ни было, то женщины уже нет. Здесь, я надеюсь, никто не выскочит из этой решетки. Ну, слава богу, нет. Так. Так. Пока что... Тихо. Пока что все довольно-таки спокойно, за исключением пары случаев. Тут тоже никого нет. Стул. Какой-то проход. Ну, в принципе, больше ничего и нет. Посмотрим, что будет дальше происходить. О май гад. Куда делся свет? Опять эти красные шторы. Ну, хотел сказать, что они на этот раз не двигаются, но все-таки они двигаются. Видели значок сохранения? В правом верхнем углу. Я боюсь, что впереди нас ждет... Точнее, не ждет ничего хорошего. Но, в принципе, деваться нам больше некуда. Поехали. О май гад. Всего-то? Вау! Создание проекта. Что это? Черт. Видели создание автоматической проекции? Он убил человека и сразу дал проекцию, как мы видели с тем чуваком, командиром группы Бейкером. Фига себе, немножко крутой. Да давай, приходи уже. Это Ну? еще кто? Как минимум нас не заметили. Но выходить я туда, пожалуй, не буду. Хотя почему не попробовать бы?
Нет, я думаю, это был обычный триггер. И он сразу исчез за дверью. В любом случае, или как говорят американцы, anyway, I do nothing. Чтобы найти этого человека. Я не буду делать ничего. Правильно, нафиг он мне сперся. Отнюдь нет. Мира у меня точно лично. Тряпочки. Вот лучше что я яблоки брал как еду, а не зеленую гель жижу с тела мертвых врагов. Еще один мертвый чувак. Как и тот, что из поисковой группы. И тоже с музыкой. Конечно, чудесный нож, который пополам человека создает из них виртуальную проекцию. Как то ни было, уже немножечко страшно, но пока что ничего такого. Я должен найти выход. И сделать что-нибудь непредсказуемое. Например, покрасить штаны в коричневый цвет. Нет, пока что это делать не собираюсь. Как бы то ни было. Ёп твою мать. Это был большой глаз или... Ёп твою мать. Мне кажется, я... Вот куда ты лезешь, Денис? Сюда затащили тело? Это явно было не к добру. Нет, ну нужно тебе проверить, что такое, кто сейчас детектив, мать его за ногу. Ох, твою ж налево. Нет, ладно, я пока что не пойду. Посмотрим, кажется, здесь. Еще один телефончик. Кстати, я здесь не был в прошлый раз. По-моему, я здесь еще не был. Честно говоря, мне пока что маленько даже страшно. Но в конце концов. Ага. Здесь прохода нет. Нет, наверное, все-таки нам нужно будет подниматься наверх, поэтому пойду исследовать все комнаты. Может быть, найду что-то полезное для себя. Правда, единственное, что там могу найти, это, наверное, что-нибудь явно неприятное взору, типа кровавых трупов, останков. Захлопаешься сзади дверь, конечно же, ну... Как обычно, собственно. О, еще один какой-то документ. Что у нас за карточка? Фотография еще одной жертвы. Это униформа Мёбиуса. Хорошее освещение, фокусировка. А в голову, похоже, выстрелили из пистолета. Я не могу сказать, что меня это огорчает. Но все-таки я буду оборачиваться. По крайней мере, пока не выйду из этого странного коридора.
Дверка закрывается. Мне кажется, ли там какая-то тень. Валим оттуда. По крайней мере здесь. По крайней мере здесь светло. Психоделичненько. Наверх, так понимаю, прохода у нас нет? Нет. Нет. Ну, я говорю, типичный коридорный такой хоррор, что не умаляет ни в коей степени его страха. Вот, например, сейчас. Похоже, маленький все-таки уже обмочился. Блять, выключи фонарик, тупица, блять. У меня оставляет стойкое впечатление, что меня просто-напросто ведут в какую-то западню. Просто в какую-то засаду. Потому что они знают, что я здесь. Я ответил как дурачок на телефон, который звонил. Поэтому то, что я здесь, это уже очевидно для них. А я как послушный баран иду на это заклание. What is it? What is it? What is it? What is it? Чё за хрень-то? Ладно. Не ссать. Не ссать. О май гад. Кто это сделал, бля? Кто сделал этот страшный звук? Я так понимаю, что это открылся он этот лифт. Мать вашу. Мне ощутимо не нравится этот странный рычащий звук. Ребят, перерождение. Насколько нужно быть больным человеком, чтобы придумать такое? Ну, по крайней мере. Опять эти шторы меня пугает? Ну, сколько раз твердили мир никто этим шторам. Эта дверь даже не поддается никакому действию. Либо забыли написать скрипт, либо что-то еще. Ну, я согласен абсолютно и полностью, что я должен сесть в этот лифт. Вот вам, ребята, пожалуйста, еще один довод к тому, что меня просто ведут как овцу на заклание. Как жертвенного агнца готовят к жертвенному столу, открывает мне заботливый лифт, куда я должен сесть.
Я с этим, блядь, поделать ничего не могу, к сожалению, потому что мне больше некуда идти. Нет, я, конечно, могу остаться здесь, выключить игру и сказать, все, я спасся. Но уже понимаете, что это так. Черт возьми, мне придется ехать на этом лифте. Да, я боюсь, но... Я поеду. Сейчас нажму кнопочку, кто-нибудь начнет меня обижать, такой страшный, рычащий. А, нет, я был неправ. В любом случае... То, куда я еду, мне заранее уже не нравится. О май гад. О май гад. Ну что? Вот вам еще один повод сомниться в том, что я незамеченно передвигаюсь по территории этого театрального комплекса, мать вашу. Это что? Это повешенные женщины? Ох, О май гад. О май гад. Но их тут не так много, хорошо хоть. Что-то сейчас произойдет. Я прям жопой чувствую, что сейчас что-то произойдет нехорошее. Потому что я нахожусь в, мать его, закрытом помещении, где, судя по всему, нет ни одного выхода больше. Нехай с этими женщинами пускай висят. Но то, что я нахожусь внутри какого-то зала с трупаками, где нет больше выхода, кроме того сраного лифта, это пиздец. Это пиздец. Ну ладно. Блять! Я не понял. Я вот сейчас ни хренашеньки не понял. Что вообще происходит? Один указательный факт то, что меня привели. Блять, что-то сзади происходит. Что-то происходит с ёбаного зада. Блять. Сука. Всего лишь дверь. Всего лишь дверь и камера, которая снимает, как я буду открывать эту дверь. И это мой почетный караул, ведущий. О, давай, Денис, заходи в эту чертову дверь, мы посмотрим. А камера сзади еще и заснимет. Ну, в принципе, делать мне некуда. Раз, два. Да. Музыка не добавляет смелости мне. Отнюдь. Если это должна быть подбадривающая музыка, то нет. Я хочу открыть эту дверь. Но я открою ее. Ну ладно, все хорошо. По крайней мере, это был просто такой чувак. Хотя это, похоже, был тот чувак с ножом, убивший тех чуваков. И который сейчас сфоткал меня. Пока я думал, что я нахожусь опять в том же месте. С женщиной. Ну нет, я опять нахожусь в другой локации. Впереди похоже на зеркало. Окей. Окей. Окей.
Это действительно зеркало. А в зеркале висит... У меня фотография. Я же знаю, в какой момент она была сделана. Она была сделана за минуту до того, как мы сюда пришли. То как бы намекает на тот факт, что я теряюсь во времени и пространстве. Потому что человеку нужно было эту фотографию как-то сделать, распечатать, повесить. Оформить, кстати, комнату. Это понадобилось время. Мать вашу. Какого черта? Ну а какого черта ты думал? Вы видели эту бабу? Что-то будет. Что-то... Боже мать, это что за хуйня? Я понимаю, что он там нужно вперед. Нет, не наглядывайся, дурачок. Беги! Блять, просто беги! Как минимум. Черт, я в ловушке. Так, нужно что-то придумать. Что-то придумать. То есть, ну это здесь на раскошенность, или надо только сломать ее? О! Или нет? Да лезь быстрее! Че, пойдемте посмотрим на нее? Ха-ха, на эту лохушку. Че, лохундра тупая? Пиздуй! Пиздуй отсюда! Блядина. Семиголовая. Ладно. Твою мать! Что это за хрень? Хрень? Это не хрень. Это, блядь, пиздос. Ёбаная крыса, иди. Ох ты ж, ёб твою мать. Судя по всему, она не хочет меня оставить спокойно. Я все-таки очень сильно верю в то, что мне не придется с ней сражаться. По крайней мере, в ближайшее время. У меня нет же оружия. Кстати. Я не посмотрел, может быть. Ну, вряд ли, конечно. Здесь... Окей. 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 Так, кажется, оторвался. Знаете, всякий раз, когда герой игры, фильма, книги, да чего угодно, говорит, что кажется оторвался, это значит, что через какое-то время ему убедительно докажут, что это не так. Сейчас. И мне абсолютно не нравится этот коридор. Абсолютно. Ладно, по крайней мере, я могу пока что. Ладно. Делать нет, надо идти. Вот. Стоп-кадр. Ах ты ж, ёб твою мать. Ах ты ж, ёб твою мать. Беги, 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 беги. Ёб вашу. О, нож достался. Теперь у меня есть оружие. Мне придется сражаться с этой... Нет! Вали!